Я играю фею крестную. Я люблю играть в спектакли. Очень устаешь сильно. Мне очень хорошо, когда я на сцене. Делаем? Делаем. Ребят, простите, пожалуйста. Во-первых, у меня есть прыщи на лбу. Во-вторых, глаз нормально открывается. Вот, все хорошо. Я просто зафотошопила. Извините. Всем доброе утро. Нормально, вот же фонари. Время 22:04, как показывает каршеринг. А в реальности 7:20, да? Да, 7:30 даже, вот. Мы едем на спектакль, наш первый. Посмотрите, какой у меня прекрасный глаз, но вы уже знаете, что случилось. Мы все волновались, даже думали, может быть, Катюха будет играть Золушку, но... Еще раз, ты неправильно сложишь мои носочки, я тебе второй глаз подобью. Вот так бывает в жизни, понимаете? Смотрите такое... Выключи, блин, радио. Ты сейчас врежу. Смотрите, вот такой вот добрый, такой душевный блогер, да, а на самом деле бьет свою женщину. Абьюзер, да. Арбузер. Анатолий Никитин Арбузер. Вот, мы едем сейчас на спектакль. Рудик у нас всегда ездит вот так. Сейчас монтировки сцены, а потом со спектакля будем делать вам такие мини как рассказики, как все происходит. Да, у нас единственный сегодня день, когда мы играем Золушку, 2 спектакля, и потом все остальные дни будет еще, по-моему, в 16 или 18 спектаклей Щелкунчик. Ну что, с чего начинается монтаж спектакля? Начинается он с разгрузки всего необходимого. Следующим этапом мы вот видим кучу штанкетов, всевозможно. На них нужно повесить кулисы и задники. Мы сейчас находимся на площадке Луч. Площадка не самая современная. Просто, видите, новейшее чудо техники, пульт. Вот. Такой вот не самый свежий зал. Но все равно неплохо. В общем, сейчас сюда будем вешать декорации, и примерно через часик у нас встанет красивый лес и дворец. Это мороженое, тыква и прочие ништячки. Сейчас у нас в данный момент происходит чекап звука. Я уже себе сделала прическу, сейчас я заклею свой шрам на глазу. Достаточно? Я еще могу поболтать. Всегда очень сложно говорить что-то, когда нужно проверять микрофоны. И обычно люди теряются и начинают повторять текст из своих, из спектаклей. И почему-то он часто выходит из головы, когда нужно это все говорить. Поэтому легче всего говорить импровизационно, что-нибудь, как-нибудь, о чем-нибудь. Но это гораздо легче, когда есть камера, и можно говорить в камеру для вас. Что, через 20 минут спектакль. Уже подготовилась практически. Заклеила глаз. Со сцены наверняка будет не видно, надеюсь. Вот, сейчас пойду готовить Толю. Ну все, первый спектакль отыграли. Сейчас я погуляю с Руди. Он целый день сидел тут, целый спектакль. Погуляю с Руди и потом подойду к ребятам и узнаю у них, что они думают по поводу спектакля, по поводу их актерских способностей. Потом, все потом. Я люблю играть в спектакли. Как ты оцениваешь мои актерские навыки по 10-бальной шкале в этой роли? Дайте-ка подумать. Ну, на 3. О, нет! Смотрите, что она сделала! Что надо? Сынок, мама — это существо, которое любит. Какой спектакль тебе больше нравится, Щелкунчик или Золушка? Но они разные. Разные, то есть ты тоже не можешь выбрать, да? Нет, я не могу. Угу. Если бы я здесь играла придворную, а там и Ширли, я бы сказала, что тот я люблю больше. Да, хорошо. Какую роль ты играешь? Пожар. Здорово. Тебе нравится твоя роль? Да. Что больше всего нравится?
когда ты играешь на сцене? Когда я тебе даю хрустальные туфельки. А почему? Потому что я беру волшебную палочку и тебе вот так вот колдую. Я лесник. Это Простой лесник. Я простой лесник. Вот из Золушка у меня дочка, вот замуж хочу ее выдать. Вот очень люблю ее. Пусть идет. Танюша, какую роль ты играешь? Я играю фею крестную. Как тебе спектакль? Какой больше нравится, Золушка или Щелкунчик? Мне нравится Золушка сейчас, потому что я чувствую себя в нем свободнее намного. Так, Потому что этот спектакль мы уже играли, и я понимаю свою героиню. Она очень нежная, что для меня немножко удивительно. Это одна из самых, наверное, моих прям таких нежных-нежных ролей, и это очень круто. Золушка. Золушка. А Щелкунчик, я надеюсь, что Щелкунчик тоже войдет в тот состав спектакля, который мне будет очень сильно нравиться. Отличный ответ для канала НТВ, а можно теперь просто по-человечески? Так, нет, Толя, ты со своими шутками? Иди лесом! Я сейчас влог веду, понятно? Простой вопрос, какую роль ты играешь? Мариан. Я играю роль, которая очень значима в моей карьере. Она отобразится на всем моем дальнейшем пути и, наверное, даже, знаете, на моем амплуа актерском в дальнейшем. Знаете почему? Потому что за время этих спектаклей я наберу килограмм 15 лишних, потому что я жру эти булки каждый спектакль. Московская плюшка сахарная, кстати, советую. Нет, лучше мы танцуем! У меня есть роль придворной, и еще у меня есть мои 5 секунд славы, когда я чувствую себя Золушкой и выбегаю в костюме заморашки. Итак, у меня, значит, две роли в Золушке. Это Нимфа и Белочка. Мимо Белочки в третьем ряду, а я тигр в третьем ряду. И во втором ряду. На самом деле, как вы видите, это безумно талантливые девчонки. Вот, они играют всячески. Еще мы перевоплощаемся в... Не феи, а кто? Нимфы. В каждой комнате закрыт приборчик, спрячет скромный. Толя, привет! Ты устал? Да. Каково быть и актером, и руководителем одновременно? Очень устаешь. Очень устаешь сильно. Не, ну устаешь, но когда ты любишь то, чем ты занимаешься, ты кайфуешь от того, что ты делаешь. А сложно вообще перестраиваться, когда только что все накосячили, ты разозлился, наорал на всех, а потом нужно выходить и радовать детей? Ну, это же любя я делаю, для того, чтобы все как бы заряжались, обращали внимание. Не всегда просто можно донести какую-то информацию только вот спокойным методом. Иногда приходится чуть-чуть более жестко объяснять какие-то позиции. Да, и, может быть, многие из вас не знают такого Толю, все видят Толю только доброго, веселого и позитивного. На самом деле, когда это дело касается каких-то косяков и не очень приятных ситуаций, Толя просто вообще, я не знаю, тебя Халком можно назвать, наверное. Смотрите, какие, кстати, у него перстни. Нам подписчик один писал, что нужно подарить тебе перстень. Вот это я все тебе подарила, и выбирай. А почему тогда они вот так красятся сильно? Потому что это, Дешевый. мне зарплаты хватило актерской только на эти перстни. Понятно. Вот как у нас происходят подготовки к спектаклю. И как мы проводим с Толей вдвоем время. Это уже не первый раз, когда он мне помогает делать прическу, не умея ни одной прически до этого делать. Я его научила за минуту. Завтра буду кудрявая. Спасибо, милый. А вы что, думали, что любовь это только веселый секс и прочие движухи? Нет. Это также натягивание трубочек и резиночек на волосы. Криво немного. Снова утро, теперь Щелкунчик.
Опять разгрузка. В общем, скоро начнутся дни сурка. Шеловки, вот, колбаса. Пушка! Пушка! Мышей! Доброе утро, 8 утра. Мы заехали на площадку, на которой теперь уже до конца новогодних праздников будем работать. Наконец-то никуда не нужно переезжать, вставать очень рано, чтобы завозить все это на сцену. Монтировка сцены, ранний заезд, ранние репетиции. Чтобы успеть, это тяжеловато. Давайте посмотрим гримерку. Красивая гримерка, комфортная, теплая, слава богу. У нас потому что было тепло, но у некоторых было холодно. Вот. Я думаю, что достаточное количество зеркал для нашего коллектива. Опа, стройняга, о, вообще, смотрите, вообще худыш, блин. Есть боин, есть банкролл, да? Все четенько, ДДХ, покер. Ну что, зал ЦДКЖ, уже вот мой любименький, прям поинтереснее. Вот, тут и с оборудованием все получше, вот это все световые приборы. Это кому интересно, парики, которые просто светят, а это головы, которые двигаются и рисуют различные красивые картинки. Заехали, как обычно, в 8 утра, монтируемся. Давайте поживем, наберем немножечко темпоритма и кайфанем уже от того, что мы делаем. Потому что это один из немногих дней, которые остались, что мы играем по 2 спектакля в день. Потом мы будем поэтому скучать. Потому что 2 спектакля можно раскачаться, второй спектакль, а за один спектакль... Давайте ручки. Не забываем держать центр. Да. Центр на танцы. Филигранно, как будто носом удивляет. Да. А, это твой палец. 3-4. Раз, два, три, сбора! Привет, Сереж. А, привет. Какую роль ты играешь? Просто по гриму вообще непонятно. Непонятно? Нет. Может быть, кота? Кто посмел меня? Кто это сделал, этот грим? Кто посмел меня разбудить? А кто? Ты? Ты меня посмел разбудить? Нет. Нет, не ты. Кто ты? Я играю короля мышей, мышиного короля, трехголового. У меня там еще 2 головы, пока это одна, еще есть 2. Как тебе эта роль вообще? Ой, классная, это роль характерная, прикольная. Можно было поработать, придумать что-то, сделать свои какие-то находки, поэтому здесь есть с чем работать, как работать, и есть к чему расти, или что-то менять, что-то делать. Вот как, например, с гримом мне каждый раз он новый, его меняет, и поэтому я каждый раз получается новый. Классный у тебя, конечно, грим, я просто не успела сказать, это сделала я! Все, погнали. Я играю целых 3 роли. Я играю и Христиана, и принца, и даже Щелкунчика. И это, наверное, один и тот же человек. Ну, не совсем, но да. У него есть метафоры преобразования, скажем так, в его внешности. А скажи, у тебя есть опыт работы в детских спектаклях еще? Небольшой опыт имеется, да. Я играл в «Золушке», Кучера и, по-моему, все. Ну и Деда Мороза. Пьяного Кучера? Нет, он был трезвый, он объел совсем. Что случилось? Кто меня звал? Уже все готово? Скажи, пожалуйста, что для тебя самое важное в детских спектаклях, как для актрисы? Детской реакции. Отдавать очень много энергии и существовать раз в 10 и эмоционально, и артикуляционно.
Потому что сильнее, для детей потому это что важнее, дети да? читают, они читают более яркую эмоцию, нежели спокойную. Чтобы дети тебе поверили. Чтобы булочка была чистая. Потому что я ее кушаю на сцене. А где у тебя хранится эта булочка? В декольте. Не знаю, ну, с профессиональной точки зрения, не выпадать и быть включенным. Ну, не выпадать, давайте объясним тем людям, которые не очень понимают, не выпадать — это постоянно находиться как бы в предлагаемых обстоятельствах. Да, то есть не выключать свой взгляд. Да. Взаимообмен энергии это происходит какое-то вот вообще, обожаю, когда происходит в театре вот эта магия или на концерте, то есть с артистами. Вот эта вот магия, когда передается энергия, и что зритель растворяется, и вы становитесь как одно большое целое, хотя как же свистнуло жутко. Чтобы дети верили в сказки. Конечно же, перевоплощение какое-то, чтобы я понимал, что я играю не себя, а какого-то другого персонажа. Бабки. Многие стеснялись, да, многие стеснялись. Бабки, да. 3000 рублей я получаю. Честный ответ за то. Это я снимаю. За 18 спектаклей я получу 54 тысячи рублей. Это будет чуть-чуть больше, чем $500. А, нет, 54. Нет, больше, чем $700. Это значит, что я... Да, чуть больше, чем $700. Это значит, что я в воскресенье смогу зарегать 525-й хантер и 210-й. А можно тебя спросить об одной истории, от которой ты отказался недавно? Это ты уверена, что ты хочешь, чтобы я рассказал это в эфир? Да, мы все хотим. А от какой истории я отказался недавно? У меня там 12 меня пригласили поработать Дед Морозом в новогоднюю ночь в Ташкент, это Узбекистан, в дом к президенту Узбекистана. Но я подумал, что лучше я залью глаза с кентами. Фриц, пусть работает, он должен работать. Фриц, красный! Красный! Что у вас тут происходит? Ну вот, мы поговорили с многими артистами наших спектаклей. Не со всеми, конечно, но с доброй половиной точно. И, наверное, вы сделали определенные выводы. Артисты очень вообще интересные люди, даже в жизни. Даже в жизни они не могут ответить на вопрос очень скупо, очень однообразно. Они постоянно придумывают кучу разных ответов и меняют свои эмоции мгновенно. Но это абсолютно не значит, что актеры какие-то неуравновешенные, какие-то не такие, какие-то инопланетяне, они в другом мире. Нет, на самом деле мы все такие же люди, мы все, как Толя сказал, работаем, потому что нам нужны деньги, чтобы жить, это во-первых. Нам нужны эмоции, которые мы получаем от детей, и которые мы хотим дарить детям, ну и не только детям, мы сейчас просто затрагиваем именно детские спектакли, потому что мы сейчас их играем. Ну и, наверное, в принципе, это очень хороший досуг. Гораздо приятнее проводить так новогодние праздники, чем лежать дома, смотреть телевизор, много есть. Да, мы тоже мечтаем сходить покататься на сноубордах, на лыжах, сходить в вкусный ресторан, погулять вокруг елочки, там, гулять на Красной площади, все что угодно. Мы все это сделаем, но сделаем позднее, потому что сейчас мы очень заняты, и эта занятость, она все равно приводит нас к определенному кайфу. Что хочу сказать? Это мое любимое дело. Я на своем месте, я в своей родной тарелке, потому что я с самого детства занимаюсь этим. Я родилась в театральной семье, я с самого детства на сцене, я закончила театральный институт. Мне очень хорошо, когда я на сцене. В общем, из прикольного и не театрального 1000 лет не заезжал на заправку, потому что все время пользуюсь каршерингом. Сейчас заехал на Яндекс каршеринге на заправку, и очень клево, тебе не надо никуда идти, ничего делать. Просто такой, типа, я на заправке, номер там 2, тебе там лей 92,
Ты все вставил пистолет. Все справляется. Технологии, ёпти. Решили сходить в баню, в легендарные Сандуны. Немного попариться, есть денек. Сейчас расскажем. Здесь елочка. Чувачок такой. Народу, посмотрите, сколько. Чик. Здесь тут можно обувь почистить по кайфу. В общем, в Сандунах есть несколько разных разрядов. Есть высший, второй высший, первый, второй, куча всего. Мы попали в какой-то второй высший. Че, по понятным причинам внутри особо не поснимаешь. Все как бы это не сильно одеты и ходят. Но мы уже первый раз зашли попариться с Пашкой. Вообще, конечно, топчик, и отличие просто обычной комнатной какой-то бани от общественной, тем более от Сандунов, просто колоссальные. Очень круто. Как заново родился, в общем, осталось сделать одно важное дело до Нового года, помимо 1000 других, относящиеся к себе лично, это подстричься. А то совсем оброс вообще, как лошара. Блин, мужики, короче, шок-контент. Это вообще дикуха. А у меня была маза с Гией и Гариком. Мне нужно похудеть еще на 1,5 килограмма до завтра. Я не укладываюсь. Пришел на процедуру по промыванию желудка. Трусики мне дали, короче. С Богом. Очень страшно. Ну, оказалось не так страшно, как я рассчитывал. Вот. В целом терпимо. Не так больно, именно дискомфортно психологически. И оказывается, норм процедура вводит газики, всю разную хрень. Главное, выводит желчь, потому что от стресса у нас копится желчь, и мы становимся более агрессивными, более злыми. Желчный человек. А во мне это точно под конец года накопилось, потому что за год было очень много стресса. Так что полезная процедурка, но не то, чтобы я хочу очень часто повторять. Так, делаем? Делаем. 111,2. Да все, тогда это победа. Надо было раньше тоже так делать. Биг Мак! Блин, я реально мечтал, сегодня 26 число, у нас как раз перерыв небольшой в новогодней кампании, чтобы вкусно поесть и, честно говоря, немного дряпнуть вкусненького светлого. Очень хочется. Просто супер утро, вчера был вообще день без еды, только вода. Сегодня с просонья, конечно, первое, что да, мы и сделали, такой взвесились, да, вот. Сколько ты теперь весишь? 111 и вот непонятно, там 200, 400 или 500. Ну, короче, 111 с хвостиком, но я надеюсь, что несмотря на какие-то праздничные столы и объедания в новогодний период, из-за того, что у нас все равно будет каждый день спектакли, я не наберу хотя бы. А потом попробуем подвигаться еще вниз. Ой. Я тебя позвала, знаешь, для чего? Ну. Я знала, что ты победишь, и хотела тебя поздравить с вкусным завтраком. Это тебе. Суши на завтрак? Да! Почему? Ну просто я подумала, вдруг ты уже завтра будешь есть. Почему суши на завтрак, а не бургер какой-нибудь? Ну можем бургер заказать, все, что ты хочешь. Спасибо. А Ульянка в белье в белом стоит. Я в нем работаю на спектакле. Кем? Мари! Мари. Спасибо большое, что досмотрели наш влог до конца. Мы надеемся, что он был для вас информативным и полезным. Также просим вас поставить лайки и подписаться на канал. Для нас это очень важно.
Плюс мы давно не проводили розыгрыши, и сейчас будет не очень обычный розыгрыш, потому что в нем смогут поучаствовать только жители Москвы. Если ты живешь в Москве, напиши в комментариях «Хочу билет», и может быть именно ты выиграешь билеты для всей своей семьи на наш спектакль. Детский спектакль, напоминаю. Мы ждем тебя, пиши свои комментарии. Пока-пока. Мы любим тебя. Шипит.